конце мая я погрузила все свои вещи в машину и отправилась на небольшой островок возле Владивостока. Конечно, хотелось бы сорваться и уехать на необитаемый остров, но на острове Попова есть несколько поселений, есть магазины, поэтому, в принципе, там есть цивилизация. Это не такой оторванный край далекий, куда можно уехать в Приморье. Изначально я думала туда поехать просто на пароме из центра города, но потом решила, почему бы мне не совместить мое приключение с серфингом, и отправилась на машине. На машине туда можно перебраться с помощью баржи, которая перевозит с русского острова на остров Попова через небольшой пролив. Буквально 7 минут, и ты уже там. Вот, собственно, так и началось мое приключение. Тогда я еще не знала, чем это все обернется. А регион 39-й. Калининград. Штаны после прогулки. Планы бесполезны, планирование бесценно. Вот так вот пропадает чувство собственной исключительности. Я поехала сразу на пляж, потому что уже темнеет, уже закат. Буду там обосновываться и расскажу, что вообще за приключения планируется у меня на эти дни. Давай попробуем с пятерки. Доброе утро. Пока у меня кипятится чайник, расскажу, что вообще вчера произошло, почему я записываю это видео утром. Ну, начнем с самого начала. Я приехала на остров Попова. Остров Попова находится южнее острова Русский,
то есть еще южнее Владивостока, следующий вот так вот остров. И сюда можно добраться только на пароме, либо на барже. Машины перевозят только на барже. Я предварительно созвонилась с баржи, узнала все нюансы, стоимость. Договорилась, что я поеду где-то часов в 8. В итоге по пути я заехала еще в скейт-парк. У нас построили супер классный скейт-парк на русском ДФУ. И я там застряла чуть подольше, чем думала, и, опаздывала на эту баржу. Был такой вариант, что они меня не дождутся, но в итоге там был парень, который прям настоял, чтобы меня подождали. Мы с ним познакомились на барже, и потом, когда я приехала сюда, он еще подъехал, и мы в итоге сидели и болтали еще несколько часов. Очень классно посидели, такой мини-костер без костра получился. Ну и вчера очень быстро стемнело, я уже приехала, пока поставила палатку, уже было темно. Сейчас я сижу, смотрю на волны. Тут такой достаточно крепкий ветер на самом деле дует, я просто машиной загородилась. И так неохота лезть в воду. Но волны, кстати, выравниваются, потому что вот вчера вечером они были прям совсем плохенькие. Короче, я приехала на Попова вообще покататься. Покататься и просто несколько дней отдохнуть здесь. Покататься на серфе, если что. Вот просто 8 часов утра сижу в мае, смотрю на море, кипячу водичку. Просто прекрасная жизнь. Я еще подумала, что вам будет интересно про паромы, как тут они ходят, как возят. Я чуть попозже об этом расскажу. Я еще уточню у ребят информацию по провозу людей, в том числе не только машин. Но меня вообще, в принципе, очень позабавил тот факт. Они просто купили баржу и начали возить рейсы вот эти. Ну, то есть у меня даже в голове не укладывается. Кто-то может просто взять и купить баржу. Баржу! Это не яхта, это не катер, это, баржа. Просто пошла в туалет. Вон туалет. Нашла первую лилию, зацветшую. Какая красота! Просто вау! В таком месте растет. Я тут пока собиралась с духом на серфинг, волны как будто бы совсем испортились. И с этим ветром вообще неохота лезть. Хотя вот так возле машины стоишь, прекрасная погода, ветра нет, вообще жара. Но нет, ветер прохладный, хотя и южный. И в общем, что-то я смотрю на это все и думаю, а надо ли оно мне? Хотя изначально я приехала сюда покататься. Ну, еще подумаю. Мне кажется, что ребята из Питера были бы только рады таким волнам. А мы, видите ли, сильно искушенные приморские серферы. Нам вот это уже как-то не алё. Мы растворились в дыму и в лучах теплого света
знаешь, только мы с тобой увидим, как начинается лето. Ветер никак не стихает, и все меняет свое направление. Я решила прогуляться пока на свой любимый пляжик. Тут как раз можно проведать дорожки, посмотреть, можно ли к нему проехать. Будет прогулка. А то волны вот такие. Перед выходом в траву создаю минимальные условия для клещей, для пролазывания их внутрь. С левой стороны пляжа тут база отдыха. А вот какая-то сопочка. Можно подняться, осмотреться. Вот такой здесь вид на всю бухту пограничную. Можно увидеть, вот там кордон заповедника. Вот тут. Моя машинка чуть ближе, вот здесь. Отсюда виден остров Рейники, вот этот. Получается, вот Попова у нас продолжается. Следующий остров Рейники, а за ним даже Рикарда видно. И еще маленький остров. Там несколько маленьких островов, поэтому я не особо понимаю, какой из них. А вот идет паром с Рикарда, по идее, на Попова сейчас. Катамаран Москва. Мне очень понравилось выражение, как-то сказал кто-то, уже не помню, что по сравнению с Хабаровским краем, где реально Хабаровская тайга, у нас милая приморская роща. Действительно очень подходит описание к нашему приморскому лесу, южному, на Южном Приморье. Целая папоротниковая поляна. Вроде вон тропинка. Хочу на этот камень залезть.
Вы вообще видели цвет воды? Это вау! Мне понравился вот тот проход. Сейчас туда пойдем. Ух ты! Какие красивые! Очень красиво! Не хотела я в траву залазить, и вот я здесь. Не мила, ах, если бы славный король вложил бы мне к сердцу принцессы пароль, я не боюсь никого, ничего. Эх, я бы тогда совершил для него слишком интересный спуск. Почти вертикальный. Вот такой здесь пляжик с отвесными скалами и кучей мусора. Возможно, причем китайского. Что-то к нам с Китая приносит. Очень много бутылок. И русские, и китайские, и японские. Даже вон сапог. Оставил камушки на скале. Вот это скалы. Вот очень интересно, как породы прям кубами складываются. А вот тут вообще полностью прямая линия, диагональная линия. И вот до самого берега получается. Оп. Вот это действительно затерянный пляж. Скалы очень высокие на самом деле. Ну как, не очень высокие, но прям высокие. А вот здесь, по идее, можно подняться, но опасненько. Это, конечно, вау.
Как будто бы мой новый любимый пляж. Вот здесь действительно чувствуешь какую-то дикость края, в котором живешь. Вот как на севере, если на север Приморья уезжать и спускаться на какие-нибудь пляжи, то там ты прям чувствуешь этот дух неизведанности, мощи, масштабности и своей вот такой маленькости в этом мире. Наверх не пройти. Ну, точнее, можно, но опасно. Придется обратно. Но можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь. Опасный, как военная тропа. Это было чуть жестче, чем я ожидала. Посох очень помог. Домой. У нас еще в Приморье надо смотреть внимательно, потому что легко могут быть змеи. Они сейчас уже, по идее, просыпаются и могут где-нибудь ползать. По неосторожности наступить очень не хотелось бы. Это скрытая поляна с яблонями, что ли? Вообще. Вон там база отдыха. Я решила не нервировать собаку и пойти окольным путем. Могла бы уже давно выйти на море. Вот, а так оно только вот аж там. Иду по болотцу. Ура!
Нашла еще на берегу белые маки. Ах, красота! Сегодня второй полный день на острове, и погодка, мягко говоря, не шепчет. Я вот стою, прячусь за машиной от ветра, потому что очень неприятный ветер. Волны ветровые тоже как-то не хочется лезть. Буду сегодня опять гулять, думаю. Ну вот, я в полной экипировке. Май, он такой сегодня, июньский получается, холодный. Решила прогуляться в заповедник. Раньше тут особо даже кордона не было, и можно было просто проходить. А сейчас вот облагородили все, поставили нормальный забор, повесили разные плакаты и правила. Ну, в общем, занялись охраной заповедника. Вот такой билетик получила, цена 300 рублей. Проверка туалета в заповеднике. Вот такой очень чистый туалет. Почти не пахнет даже. Сейчас купила билетик и поговорила с охранником на кордоне. Он сказал, что на мысе Кандер, это там, где вид на остров Рейники, туда нельзя без экскурсии. Там скалы, там могут быть змеи. В общем, туда просто не пускают без экскурсии. И вот купив билетик, можно ходить везде, кроме этого мыса. Но я хотела на этот мыс. В общем, не знаю, посмотрим, что здесь еще есть, кроме этого мыса. Я там была просто лет 6 назад, но территории так сильно не охранялись раньше, можно было спокойно везде ходить. Не буду нарушать заповедные уставы, погуляю где можно. Здесь все равно очень-очень красиво. Вот такой здесь пляж с галькой и песком. Шла и
Неожиданно островок из тумана появился. Здесь все в цветах. Целые полянки белых маков. Еще маленьких белых цветочков. И фиолетовые. Тоже интересно, что это. Вот, ну как красиво. Вот я и дошла до перешейка. Здесь придется развернуться. Очень сильно не только с экскурсией можно. Но можно пойти вот туда. Вот тут цветы, которые произрастают на мысе. С другой стороны еще цветы. Как интересно. Здесь, на западной стороне, очень тихо, ветра почти нет. Думаю, что самое время устроить здесь привал, передохнуть, пообедать, покушать в такой тишине и красоте. Да, слышу, я слышу. Возмущаются, видимо, что хлебом не кормлю. Вот наглые морды. Как коты. Обратите на меня внимание, значит. О, еще один. Здравствуйте. Видимо, поняли, что ничего их тут не ждет. И покинули локацию. Вот какой тут обитатель. Залезла я уже в какие-то кусты. Тут тропинка была. Вот тропинка. Похоже на самом деле, что здесь лошадиные тропы. Тут появляется много артефактов, которые на это подсказывают. А вот я нашла вроде яблоньки. Очень красивые. Прям на обрыве растут. Красота. Прям все скалы похожи в яблонях. Ну, я надеюсь, что это яблони. Если что, поправьте меня. Вот таких еще ребят нашла тут в лесочке. Красавцы. Вот я, кстати, и нашла рододендрон, который багульник.
Он уже почти отцвел, оказывается. Вот последние листочки, цветочки остались. А вот это, насколько я понимаю, это валериана лекарственная. Корень как раз его используют для лечения всяких недугов. Вот такая вот она, валериана. Зоты у нас везде по побережью. Похоже на заросли какого-то микробамбука. Интересный товарищ. Второй день хожу, а тут все новые и новые растения. Это вот еще такие колокольчики. Мне кажется, они тоже были на стенде. Ну какие тут деревья. Просто вау. Вот как понять, что сейчас отлив? А потому что много улиточек под ногами. Когда прилив, они все скрыты под водой. Ну вот, почти перелезла по скалам на пляж. Но что-то мне подсказывает, что вот это вот место не супер пролазибельное. Поэтому пойду по верхам. Вот для меня самое удивительное, когда ты лезешь по каким-нибудь чигирям. Да, кстати, привет всем, кто не из Приморья. Чигири — это места какие-нибудь удаленные, небезопасные на нашем дальневосточном сленге. Так вот, ты лазишь по каким-нибудь таким труднодоступным местам, и из этих мест потом идут тропинки. И ты понимаешь, что все-таки не одна такая долбанутая. Кто-то до тебя тут уже все излазил и периодически лазит. Вот так вот пропадает чувство собственной исключительности. Вот еще один пляж. И там на ней шхуна корейская, судя по всему, уже вся разобранная. Вы сильно не удивляетесь, что шхуна корейская? У нас в Северной Корее товарищи периодически заходят за границу. Иногда случайно, иногда не очень. И вот в штормах выбрасывают такие лодки. Периодически на них кто-нибудь есть, но уже не жилец. Нашлась дорога.
Я что-то сейчас прям вспомнила, как мы придумали одну авантюру с ребятами на Камчатке и пошли с Халактырского пляжа до мыса Маячный. Там километров 15 вроде. И там нет троп совсем. Ну, и вы понимаете, это Камчатка, это медведи, это сильные приливы-отливы. Ну, мы там что-то у кого-то поспрашивали, что кто-то там ходил, но вроде не до самого мыса. Ну, и мы такие посмотрели, когда отлив, и пошли. Перешли несколько бродов, видели следы медведей. И просто не торопясь, так потихонечку отдыхали еще. И пришли в итоге на мыс Маячный. Прям очень классная прогулка получилась. Но пару раз тропы пришлось искать, потому что нет вообще на карте никаких отмеченных троп. Но на самом деле там тоже кто-то ходит. И там тропы есть. Но просто нужно их хорошенечко поискать. И там было так прикольно. Там вот тоже ходишь примерно вот так, только трава растет. Не вот такая низенькая, ну или вот как я здесь проходила вот так. А, мы еще в июле ходили, там же вообще заросли. А там трава вот такая. И огромные полчища комаров. Но это был очень интересный экспириенс. Мы втроем тогда с ребятами шли. Я тогда еще не училась на инструктора-проводника, не отучилась. И ребята тоже пошли просто в обычной обуви, даже не в трекинговых ботинках. Короче, у нас было то еще приключение. Но, в общем, мы узнали, что можно там так ходить. И супер красивые места, просто невероятно потрясающие. Там такой масштаб на Камчатке по сравнению с Приморским краем, что аж дух захватывает. Здесь тоже захватывает, но так, мягенько как-то. А на Камчатке прям ты понимаешь, вот одно неверное движение, и как бы все. Могучая Камчатка, она не терпит такого безалаберного отношения. Поэтому, кто собирается на Камчатку, ну, прям советую хорошенько готовиться. И, ну, конечно, с гидами везде ходить. Если вы не отъявленные путешественники, туристы, которые уже в самой крови несут в себе этот ген серьезной подготовленности и бесстрашия, то тогда в путь. А если нет, то надо, конечно, гидов местных. Пока рассказывала, подошла уже к какой-то скале. Я не понимаю, это действительно такая микрояблоня растет здесь на скалах. Безумная красота, конечно. На скале здесь гость. ГУГК 824. Штырь. О, паучок.
Уже 7 часов, и я решила двигаться по направлению к дому. Как раз перевалю через сопочку и приду к себе на пляж. Ветер все еще, походу, дует с той стороны. Буду без костра сегодня. Вот тут какое-то здание на сопке. Так, мне кажется, я знаю, что это. Это, наверное, Лучинин, наш местный художник, рисовал. Дима. Только вообще никаких подписей нет. Ничего не вижу. А это мозаика. Вот так вот идешь себе по лесу, по острову выходишь. А тут картины, муралы твоих знакомых. Очень круто. Ну вот, можно полюбоваться прекрасным видом, открывающимся с сопки. Там плещется море. Оттуда же дует ветер. Прекрасные виды открывает нам остров Попова. Пойдем на море. Сейчас иду в морось под ветерок. И что-то вспомнила. Кто-то такую мысль говорил, что девушки в Приморье потому такие красивые, что, видите ли, морось у нас часто и туманы, и они как будто бы микромассаж лица делают. Поэтому мы дольше остаемся молодыми и вот все такое прочее. Так что вот, девушки всех регионов, берите на заметку. Никакие лифтинги не нужны, нужно просто под моросью вот так ходить. И будет микромассаж и омоложение. Ура, я дома! Штаны после прогулки. Я ж вроде даже по грязи не лазила. Вот так вот. Десять часов, я только проснулась. Прекрасная погода, ветра нет. Остатки малюсенькие волн. И я даже не буду умываться, просто сразу пойду покатаюсь. Потому что потом может и этих остатков не быть. В общем, дождалась безветрия, но волны супер миниатюрные. Зато таких волн во Владивостоке сейчас точно нет. Это самые-самые остатки здесь, на Попова. Пойду кататься, просыпаться.
Я вот думаю, что бы сегодня такого интересного поделать. И посмотрела, что уже излазила всю южную часть острова. И надо посмотреть еще северную часть. Плюс заехать в магазин, купить пресной воды, потому что у меня вот столько осталось питьевой. И думаю, покушаю, поеду исследовать дальше север острова. Но там тропинок практически нет, поэтому посмотрим, как туда можно будет проехать, где пройти и так далее. Я сижу, значит, в толстовке, хоть и босиком, зашиваю кроссовки вчера, снова порвавшиеся в моих бродилках. Но самое интересное, что я сижу вот в толстовке, а там дети купаются. Вот такой Владивостокский май у нас. А вот так выглядит поселок на острове Попова. Это типа парк. Продавщица сказала, что из любой колонки можно воду пить. Сейчас попробуем. Если честно, поселок выглядит совсем не радужно. Очень как-то заброшено. Похоже, вот это центральная площадь. Лисы здесь тоже обитают, только что в кусты убежала. Вон она сидит, малышка. Спряталась. Приехала в бухту Алексеева. Написано, что допускаются пешеходные прогулки. Можно пойти посмотреть, что там такое. Сначала перекушу на берегу новокупленной колбаской. Вот такая бухта с неизвестным чем-то на прибое. Там баржа загружается. Сюда баржа, значит, тоже ходит. По вот этой лесной дороге, по идее, можно выйти к самой северной бухте острова Попова. Я там не была, поэтому сейчас проверю вообще, есть ли там бухта. Дорога вот эта есть, но проехать на машине сюда нельзя, потому что перегорожено вот все шлагбаумами. Можно только пешочком. Но прогулки разрешены, как было написано. Тут такие запахи, прям как в настоящем лесу. Видимо,
с этими сосенками. Но ощущение, что это не местные сосны, что их засадили. Хотя, не знаю, просто на всем острове не видела хвойных деревьев, а тут прям целый сосновый бор. Ух ты, какой здесь мыс высокий. Надо сходить туда обязательно. И на тот тоже сходить. А это пролив Старка, который отделяет как раз остров Русский и остров Попова. Вот оттуда шла баржа моя. Вот так. А регион 39-й. Калининград. А как вы номера на Калининград получили? Но это по прописке делается. А, Ваша ГИБДД зарегистрировала. И моя прописка из Калининграда, Мгм. поэтому угу. получилось именно так. Я тоже хотел 25-й, там ваш регион. Думаю, клево будет через всю страну проехать. Ну, на самом деле, вот здесь это выглядит более интересно. Да? Да. Ну, наша плановая посещаемость была выполнена. 50 человек остались с ночевкой. на Ой, сутки. здорово как. Прям палатки им брали. А всего было 75 человек. Вау. Ну, которые до Ага. вечера только. Мы концерт отыграли, и все, и вечером все там разъехались в основном. Ну, не в основном, а... Какой купил. Прочитай как-нибудь. Это корейский, южнокорейский автор. Угу. Интересно. Прям вопросы, которые вот я сам себе задаю, ну, задавал, и там он раскрывает их так подробно. То есть саморефлексией занимается. Получается у него повествование. Ой, тут еще картинки такие. Но он сам рисовал вот эти картинки. Класс. Наблюдательный пункт. Мне очень интересны рассказы про Чукотку. И вот Володя оказался, живет там. Ну как, в Калининграде Да. и на Чукотке, На получается, Чукотке я да? работаю, да. Ага. Но я там постоянно живу, в Калининград сейчас просто наездами. Вообще удивительно встретиться вот здесь, в Приморье, на острове Попова, с человеком, который поедет сейчас в Калининград и работает на Чукотке. Ну, удивительно же. Вообще. Каменный мешок называется. Мгм. Он со всех сторон окружен сопками. Высота сопок примерно 800 метров. Ух ты! Ну и да, создается такой микроклимат маленький. И температура зимой всегда 20-25 градусов, не ниже. Ага. Минус 25. Ну, я поняла, да. А вот буквально за эти сопки перебраться, там уже начинается тундра, и там уже 40, 50, 60. Ну, Ух, то есть нормальная чукотская зима. действительно Поэтому у нас- чукотская Сочи. Ну, зато летом люди все в отпуска улетают, когда... А там только самолетом. Мгм. Морем не ходит. И туманы. И погода нелетная. Маленькие Мгм. пташки летают, самолетики. Мгм. И откладывают рейс, и люди сидят, не могут ни прилететь, ни вылететь. То есть он так вот. То есть проблема такая вот с этим. Ну да, удаленные поселки. Как тебе наши джунгли? Вот эти? Да. Да ну, какие это джунгли. О, этот еще не июль. Да? Да, это только начинает все расцветать. В июле вообще не пролазно. Все выше роста поднимается. Вот эти вот мелкие растения. Ой! Лиана какая, ишь?
Так что сейчас самое время лазить по Да, таким тропинкам. Еще не заросшая, но уже красивая. То есть мы его глубоко туда должны слева обойти. Да. Угу. Ну, тут, в принципе, видно, куда тропиночки уходят. Да. Точнее, видно, где начинаются вот такие заросли мелкие. Ну, как будто бы тут все просто в лесу и ничего не видно. Как хорошо, что не июль. О, видно обрыв. Так. Ну вот они и обнажения. Осторожно. Ага. Вау! Ну высоко. Только под этими камнями надо встречаются, и они скользкие. М. Ой. Ну это значит, что мы уже близко к хребту. Выход камней, обнажение. Да. Раз первый такой вылазит на поверхность, ну, наверх, цепляется, там кафе стоит. Сан, 3 пива холодных, больших. Тут раз у них один срывается. А, нет, 2. Пойдем здесь. Пойдем. Какой-то запах. Угу. Странный. Кисленький. Вот оттуда мы пришли. Слушай, а тут стоит. Да, вот тут шиповник может расти. Но нам главное тоже на хребет выйти сейчас. Вот тот. Ну да. Там уже кажется, что должна быть тропинка. Подожди, Алин, сейчас я туда. Правда белый. Серьезно, сюда люди не ходят. Удивительно. Колючки! Ой, блин, какой нежный запах. Вообще, это что такое? Фиалка. Нет, это можно сказать лилия, но она называется чуть по-другому. Но мы в обиходе их лилиями называем. Форма у вас тут бывает? Да, конечно.
Нам ничего, Али, не остается по пути. Обратно в лес. Да. Вот какой лесной житель нашелся. Туда насекомое, оп, и все. Похоже, мы нашли все-таки выход к морю. И нормальную тропинку. Да. Знать бы только куда она ведет. Мы вот по этой тропе вот самый док воду доставляли. Ну, в войну. Ага. Занимаюсь администрированием баз данных Угу. учетных, ну вот бухгалтерских. И для меня планирование, бюджетирование это в принципе, это вот все мое. Я тащусь просто, могу там всю ночь сидеть. И также в путешествиях. Все, что я беру, куда я это положу, список туду. Да. Блин. Но это важно, это нужно. Это знаешь, еще очень ценная есть поговорка. Планы бесполезны, планирование бесценно. То есть вот само планирование, Да, само то аккуратней. ты моделируешь, ты прогнозируешь, вот это вот ценно. А когда ты ее составил, Да. планы устаревают в момент их принятия. Да. Бюджет также устаревает в момент его принятия. Поэтому вот эта фраза «искусство путешествовать», способности менять планы, это для меня просто какой-то культурный шок был. Откровение. И я прямо каким-то интуитивным почувствовал, что в этом есть истина. Потому что если путешествуешь напряженный, ну вот прям вот должно быть так, как завтра я должен быть там во Владивостоке, все, капец. Это не путешествие, это будет какая-то галочку поставил, что был там. И никакого аромата, никакого волшебства. Жизнь, она все равно внесет коррективы, как бы ты ни пытался там что-то из себя изобразить. Вот если тебе не суждено попасть в какую-то точку, ты туда не попадешь. Сколько раз уже было испробовано. Это да. Наверное, провода эти убрать. Нет, надо просто вниз спуститься, там их, наверное, может Ага. быть меньше. Я приехала на берег, ну вот здесь напротив уже Русский остров, и уже был закат, поэтому мне нужно побыстрее найти место, где ночевать. Я ночевала где-то лет 6 вон за тем мысочком, поэтому хочу сейчас прогуляться и поискать место для ночевки. По идее, можно встать и вот здесь, но мне не очень нравится, потому что вот там уже поселок. Поэтому небольшая разведка. Вот тут в лесочке есть одна такая поляна. Но я не очень хочу стоять в лесу. Вот там чуть ранее тоже было место под палаточку на берегу. И еще за мыс чуть-чуть прогуляюсь, посмотрю. Вот какое-то прям ровное место. Видно, что палатка стояла. И костровище. В принципе, можно и сюда. Недалеко и прям на море. Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков
Не стоит им дарить свою любовь. Доброе утро. Очень сильно усилился ветер ночью и прям завывает. Всю ночь завывал. Сейчас я поправила сорвавшийся у меня вот здесь предбанник и просто высунула руку и поднимаю руку, а по ней клещ ползет. Как он оказался здесь на берегу? Что ему надо, потому что вечером я точно проверялась, у меня ничего не было, а тут вот высунула руку прямо на камнях на берегу и клещ. Странно. Ну вот так. По прогнозу вообще ветер не сильный и практически его не должно было быть. Что-то у меня какие-то ветровые истории здесь на Попова. Куда ни встану, там везде ветер. А еще я собиралась полазить здесь практически весь день. Только вечером уехать, но сейчас обновился прогноз опять. И обещают дождь. Буквально через несколько часов, который начнется. Поэтому придется, наверное, быстро собираться и уже уезжать. Вот так. И вылезло солнце. Как так? Я уже собрала лагерь, убралась немножко в машине и решила напоследок прогуляться по экологической тропе новой, которую сделали, наверное, пару лет назад. Сейчас вам покажу, что здесь такого интересного есть. На Попова очень много всяких интересных растений. Хожу, рассматриваю. Вот такой попался экземпляр с лесным обитателем. Вот тут небольшой стенд с информацией. Туземное название острова Мама Саха или Мама Саха, означающее черный берег под одинокой звездой. И я сейчас иду вот сюда. Еще один информационный стенд с флорой и фауной. Вот всякие интересности, кто здесь обитает. Заплывают к нам киты, касатки. На Попова, конечно, амурский тигр и леопард не водятся. Но в Приморском крае встречаются. И дельфинов я также не видела. Если только белухи. Конечно, вот так по тропиночке гораздо приятнее идти, даже по широкой дороге, нежели мы вчера прям по лесу карабкались, пробирались через густые заросли. Еще не супер густые, но все равно мало приятного. Тут прям очень-очень цивильненько все. Обычная такая прогулка, хоть и под дождем. Скамеечки есть для привала по пути. И вот такие площадки тоже для отдыха есть. Наверное, когда здесь нет зелени, то открывается красивый вид.
на пролив Старка. Большие муравьи тут что-то нашли и активно подъедают. Вот еще легенда о пиратах. И вот по такой небольшой тропиночке выходим к видовой. На удивление, виды есть. Вот он, пролив Старка. Сейчас даже видно вот это остров Шкота на русском, а вот там малюсенький это полуостров Табизина. А вот здесь баржи ходят. Вот отсюда, сюда и обратно. А вон тот, это Птичий мыс. Вон тот, на котором мы были вчера. Вот тут на байдарке или на лодке еще плывут. Ну вот, кстати, не тот ли этот пляж, на котором я была во второй день? Очень похож. И я вот, кстати, возможно, там пыталась подняться, но у меня чуть-чуть в самом конце не получилось. Вот стоимость на паромы в кассе на острове Попово. Да, вот сюда. Руль вправо руль и поехали к рубке. Рядом с грузовичком, не сзади. Ну иди быстрее, Мих! Ну, едем. Я узнала у ребят на барже все ценники по перевозке. И чтобы не затягивать видео, я просто у себя это все в телеграм-канале опубликую, поэтому вот там ссылочки внизу под видео будут. А сейчас смотрите, какая
бухта есть, откуда отходят паромы, баржи на острове Русском. Это бухта Боярин. Тут загородили блоками, чтобы машины не парковались. И вот высадили деревья. Ну и все, вот на этом мое приключение подошло к концу. Если хотите проехаться, попутешествовать также, то всякую разную интересную информацию с острова и расписание и паромов, и барж я выложу у себя в телеграм-канале, поэтому вот по ссылочке можно перейти, найти, все посмотреть, как, куда, за сколько, во сколько доехать. Я планирую в июне еще одно интересное приключение. Так что подписывайтесь. Буду рада вашим комментариям. Отвечу на ваши вопросы. Все, всем пока! Стою на русском острове сейчас. И вот остров Попова, где я была. Вот видовая, с которой я только что уехала. Бухта пограничная, заповедник. Мыс, на который меня не пустили. Дальше остров Рейники, за ним остров Рикарда и еще гряда маленьких островов. А если смотреть вот туда, за облаками, то там уже Северная Корея. Возможно, в хорошую погоду даже отсюда видно ее. Вот так. А где-то там Япония, Курилы и Сахалин.